Сегодня посетили такое невероятное место, откуда без квадрокоптера можно лично лицезреть вот такие вот красоты. Маш, лучше не надо, наверное, заколочено же не зря. Вот все, что в море плавает, вот все можно найти тут. Огромное количество. Всем привет! Сейчас заехали буквально на 1 минуту в самый ближайший от нас парк на пути к основным красотам Хуахина, который мы вам хотели показать. Который называется Queen's Park 19 Рай. Думали, тут будет огроменный просто парк, но нет, такой скромненький парк, где там лежат тайцы, спят. Тут есть такое подобие фитнес-клуба, ну так, формальность, а не фитнес-клуб. Ну и красивые лужайки. Можно посидеть, вот наши соотечественники с детьми, а также тут какая-то сцена, возможно, тут по вечерам что-то проходит. Просто парк сюда приехать, отдохнуть, что-нибудь перекусить и посмотреть на красивые волны. А севернее Хуахина, не на территории самого города, его центра, находятся очень красивые набережные. Например, вот здесь вот мы заехали, небольшой есть такой парк, где можно погулять с детьми и заодно насладиться красивыми вот такими достаточно большими сегодня волнами. Также отели, которые расположены вдоль побережья, они тоже имеют выход к морю именно в формате таких красивых набережных. Там толком не искупаться, но зато можно красиво посидеть с кофе и понаблюдать за морем. И если удастся рано встать, то, собственно, за рассветом. Оказывается, тут совсем рядом есть макашницы, где всего лишь по 5 бат можно купить вот такие вот вкусные штучки. Маша целый пакет купила. И пойти, как тайцы, сидеть, смотреть задумчивым видом на море. Такой вот лайфхак, если вы в Хуахине и особо не знаете, куда пойти и что делать. Едем дальше. По пути к очередному пляжу мы увидели, во-первых, такие вот ворота симпатичные, но это не самое главное. Самое главное, смотрите, сюда заходишь, прям такая невероятная красота. На скале красивейший храм. Ну и тут такой белый храм в таком чисто тайском стиле. Тут можно увидеть реку такую, ну и еще один храм. Но он почему-то, видите, полностью закрыт, сюда даже не пройти. А дальше мы слышим, что собаки лают вовсю. Мы все-таки пойдем, потому что у нас есть электрошокер. Само собой, мы собаку не будем электрошокером трогать ее, просто звук. И все, они разбегаются очень быстро, не нужно там палку поднимать, кричать. Мы решили туда не идти, но не потому что собак боимся, а потому что тут река, нам просто в ту сторону не пройти. Ну вот, мы уже идем с другой стороны, можно увидеть храм там, а лестница находится здесь. Вход, я так понимаю, как всегда, бесплатный. Тут можно увидеть такого еще Будду. Я сначала видел только вот это, я думал, это вот эта лестница. Ну как же мы лезть будем? А это вагонетка. Это очень часто я видел на всяких холмах при храмах, где по такой вагонетке доставляют всякую провизию. Идем наверх по такой красоте. Фух, Маша уже взобралась, а я так уже устал. По тайским поверьям, когда взбираешься на всякие такие высокие прихрамовые холмы, то происходит очищение так называемое. Мы взобрались, и можно увидеть такие различные красивые строения. Мостик с посаженными орхидеями. О, смотрите, как красиво! Мы как раз-таки сейчас вам отсюда покажем то место, куда мы идем. Конечно, здесь мы не зря приехали. По-моему, здесь вид просто завораживающий. Мы взобрались еще выше. Там барабан, в который можно подняться и стукнуть. Тут можно увидеть такой фонтан небольшой. И самое невероятное, ради чего мы пришли, по идее, тут должен быть просто очень крутой вид. Ну вот, смотрите, какая большая статуя лежачая. И вот еще одна очень огроменная статуя. Можно еще подняться выше. Фу, смотрите, какой невероятный вид открывается. Просто как будто на квадрокоптере взлетели. И если присмотреться, можно увидеть как раз знаменитую хуахинскую железнодорожное полотно. Тут проходит как раз путь. Кто ездил с Бангкока до Пхукета на поезде или до Суратхани, вот как раз таки Хуахин является точкой, через которую проезжает поезд. Ну и вообще, изначально в Хуахине появился вокзал, и вокруг него уже начал строиться такой большой-большой город. Это было там более 100 лет назад, а сейчас Маша расскажет про вот этого Будду.
Позади меня стоит Будда вот с такой рукой. Это Будда примирения и соответствует тем, кто родился в понедельник. Поэтому если дата именно вашего рождения в понедельник, то, собственно, это ваш Будда. Это он выполняет функцию примирения людей между собой, там, стран и так далее. И человек, который родился в понедельник, знаете, он, наверное, тоже схож немного по функциям с этим Буддой, то есть он тоже всех мерит и помогает примириться. Тут можно пройтись, прогуляться, такое. Видно, что не реконструировали уже несколько, не знаю, десятков, даже 100 лет. Возможно, это раньше была какая-то крепость, да, потому что выглядит очень схоже с крепостью. Но мы уже дальше не пойдем, потому что у нас основная идея была показать вид отсюда, а дальше мы идем уже к Будде, который находится прямо над океаном. Да, можно тут заметить кактусы, прям такие огроменные кактусы. Острые. Но вид завораживает, прям нереально красиво. Это вот именно та смотровая площадка, которая обязательна к посещению. Мы были еще на другой, приехали там на закате, но там откровенно нечего смотреть, а вот тут прям красота. Но это еще не все, идем дальше. Что удивительно, место абсолютно безлюдное. Мы здесь встретили только одного монаха, одного ламу, у которого как раз таки спросила, можно ли я в таком виде пройду. Он сказал, что прикройся и проходи. Подошли немножечко поближе к храму, посмотрите, как тут красиво. Здесь такое все резное, внутри такие окошки деревянные и такая красивая резьба. Знаете, вот как в таком русском традиционном стиле вот есть, только здесь в тайском. И все покрашено золотом, но оно немножко уже облупилось, но все равно вид очень даже красивый. Мы увидели, что еще есть лестница выше. Что поделать, идем. Сегодня у нас тренировка ног. Вот мы поднялись на самую высокую точку этой горы. Выше уже просто некуда. И тут открывается еще одна площадка, еще один Будда и еще один прекрасный вид уже на море. И отсюда прям отчетливо слышно звук моря, потому что сегодня ветрено, и звук моря слышен прям нереально. Смотрите, еще такая скамейка, прям вот идеальное место для релаксации и отдыха. Садишься и смотришь на вот такую вот невероятную красоту. Ну, отсюда виден практически весь Хуахин. Вот. Чуть-чуть дальше. Там центр. Конечно, красота отсюда открывается. Невероятная. Ну и вот Сиамский залив. Такие волны, конечно, как будто даже Бали позавидует с такими волнами. Сегодня ветрено. Ну и можно тут увидеть еще вот такого Будду. Там была вывеска рядом со входом, и было написано, что здесь преподобный отец Као, которому можно поклониться. Возможно, это как раз-таки и есть он. Отличительная особенность смотровых площадок в Хуахине в том, что вы здесь не встретите не то, что там китайских туристов или еще туристов из Индии, вы не встретите тут вообще никого, вот просто от слова совсем. Самое интересное, что мы на протяжении последних 2-3 дней штудировали практически все интернет-сайты относительно того, что посмотреть в самом городе Хуахин. И в топ-10 попадали миниатюрные парки наподобие того, что мы показали в начале выпуска, где практически нечего смотреть, а также места, которые уже давно закрыты. А про это место нигде не было никаких упоминаний, и мы сюда попали абсолютно случайно, поэтому делимся с вами этим местом, считаем, что оно обязательно для посещения. Тут наверху еще таких 2 интересных домика деревянных. Вот здесь вот император и песнь императора. И вот там вот в одном домике еще тоже статуя Будды. А вот здесь вот колокол. И вон там вот в том домике беленьком тоже статуя Будды. Вид, конечно, тут открывается нереальный. Маша пошла все-таки стучать гонг. Нечем стучать, Маша рукой постучала. На удачу. Вот смотрите, какие тут болотца с лотосами. И вот такие вот 2 домика маленьких. Там буквально 1 кровать, наверное. Но вид тут, конечно, нереальный. Хотели бы вы поменять место в комфортном дорогом отеле на вот такие вот домики с таким вот нереальным видом? Ну и мы уже уходили, заметили еще одну белую статую Будды. Красивейшее место. Здесь очень тщательно убирают за территорией, видите, все подметают, там поливают. Конечно, такую красоту надо содержать в чистоте. Да, и белый слон, вообще в Таиланде слон это прям священный символ. Раньше на флаге Таиланда значился только 1 слон, когда страна называлась Сиам.
вот мы приехали на так называемую гору обезьян. Можно заметить, тут обезьянки. Но тут не только обезьянки, еще очень много-много собак. И 2 кота, но коты сидят за решеткой, их почему-то там спрятали. А можно увидеть одну статую Будды, и также еще есть другая статуя Будды, но нам нужно идти туда, там очень много обезьянок, и нам нужно пройти именно туда. Надеемся, что обезьянки ничего у нас не украдут. Ну вот видите, тут можно оставить донаты для котов и собак. Интересно, вот именно для котов и собак я ни разу не видел. Ну и также тут есть обезьянки, такие лежат, отдыхают. Ну и вот еще огромное количество обезьянок. Собаки гоняют обезьянок. Смотрите, как близко можно обезьянку посмотреть. Ой, бедная, у нее что-то с лапой. Видимо, упала. Ну, тут тоже можно лицезреть наших братьев меньших. Мы им не интересны абсолютно. Как-то смотрят так, очень с тусклым взглядом. У нас нету никаких конфеток, рюкзаков, никаких пакетиков нету, поэтому мы им не интересны. И тут можно увидеть такую обзорную площадку. Только, видите, дальше пройти нельзя, потому что там, я так понимаю, в аварийном состоянии. Видите, там одна дырка и вторая дырка. Но Маша это не останавливает, видите, она хочет пройти. Маш, лучше не надо, наверное, заколочено же не зря. Я вот отсюда посмотрю. О, какая красота. Сиамский залив, и сегодня море прям очень беспокойно. Некоторые волны прям по метру. Город очень напоминает Паттайю, и если бы здесь было побольше вот этих высотных зданий, прям было бы один в один. Спускаемся вниз. Ноги, конечно, уже так хорошо подзабились. Хорошая тренировка. Маша говорит, что мы спускаемся к огромной статуе Будды. Сейчас это и проверим. И опять же мы читали интернет-ресурсы, где было написано, что на этой горе уже давным-давно нету никаких обезьянок. Они раньше были, а сейчас уже практически не видно. Но, как вы видели, там их очень и очень и очень даже много. По поводу обезьянок добавлю, что они не охотятся за сумками и за рюкзаками, но все равно нужно быть осторожными. Это все скорее из-за того, что их кормит один человек, и туристы их не подкармливают, потому что иначе обезьянки знают, что в сумках, скорее всего, есть что-то съестное, и начинают самостоятельно это забирать. Ну и смотрите, действительно такое ощущение, как будто бы вот Паттайя, вот прям идентично. Если бы меня сюда закрытыми глазами привели, открыли, я бы первое там время думал, что я где-то в Паттайе нахожусь. Осталось там еще несколько высоток и, считай, Паттайя. Ну вот мы подходим и к самой главной статуе Будды, куда мы, собственно говоря, изначально сегодня ехали, только к ней. Вот она так возвышается над нами, гордо. Ну и вот то, что Маша говорила, видите, даже есть донат для обезьян. То есть кормить их вручную не надо, но можно положить денежку, и потом их один человек какой-то покормит. Смотрите, можно вот такие вот шнурочки купить, которые вяжут ламы, скорее всего. И нас еще интересует вот та вот будка. Смотрите, прям на скалах находится вот такая вот, как будто бы рубка капитана вот с таким вот флагштотом. Очень так необычно сделано, но это все неспроста. Сейчас Маша расскажет все подробности. Ну а дальше мы пойдем смотреть на пляж. Вот отсюда можно увидеть его начало. Сегодня очень такой приличный прилив, обычно намного больше пляж, но об этом мы расскажем чуть попозже. Ну а в этом местечке можно отдать дань уважению адмиралу Пхра Чао Барамвангцео. И что удобно, если вы устали, долго ходили там по всяким храмам, по ступенькам взбирались, тут есть такая кафешка, можно взять кокос или еще что покрепче, сесть с таким вот видом, сидеть и наблюдать на красоту. Ну и вот кафешки, где можно различные напитки, мороженое взять. И тут посидеть вот так вот, руки наверх. А, также есть меню, смотрите, можно даже перекусить. Да, Маш? Тут чуть-чуть повыше цены, ну, такое, по 100 бат, 150, есть, в принципе, и пониже. Ну и вот, мы проходим по таким ступенькам, тут можно выйти. Сейчас немного экстремальный такой проход, потому что сильнейший прилив.
Интересно, назад мы пройдем тут или нет? Ну вот, это получается приотельная территория, где можно сфотографироваться, посидеть, там бассейн я вижу. Ну а тут начинается пляж. Пляж с таким белым песком. Вот белый песочек, как и на Хуахин-Бич, один в один. Но здесь можно заметить большие волны. Но у меня такое ощущение, что сегодня абсолютно везде волны. Сегодня с самого утра очень сильный такой ветер. Ну вот можно отсюда видеть, смотрите, какая красота. Прям видно Будду, видно вот эту вот рубку адмирала. Очень симпатично выглядит все. Ну а тут можно увидеть, как тайцы делают фотосессии для... Даже не знаю, для какого ресурса, расскажите. Потому что фотоаппараты такие серьезные. Вон. Вдоль пляжа можно заметить такие вот резотики небольшие, а также и очень большие. И обратите внимание, какой сильный прилив. Даже непонятно, я тут пробегу в своих кроссовках или нет. Маше-то удобно, она в шлепках, как и всегда. Да, небо просто нереально. И тут уже вообще никого нет, от слова совсем. Тут можно увидеть много-много крабиков. Они оставляют такие рисунки на пляже. Единственный, кто тут есть, это конь. Сейчас мы туда поближе подойдем. А по левую сторону можно увидеть такие домики. Не из бюджетных, потому что на первой береговой линии наверняка они стоят довольно дорого. Вот если вы хотите фотосессию на коне, то вам тут могут ее устроить. И еще, что меня удивляет, мы идем по абсолютно мокрому песку, который вот такое ощущение еще час назад. Тут был прилив полностью до уровня стен. Вот у меня такое ощущение, потому что очень мокрый песок. И смотрите, какая красивая гора. Отсюда вот смотрится, конечно, вообще нереально. Очень симпатичный домик с такой лужайкой, конечно. Тут мечта жить с таким видом нереальным, красивым. Ну и вот можно заметить, что мы были буквально вот несколько часов назад именно на этой горе. Она возвышается вот отсюда. Пляж, который называется точно так же, как и гора Као-Такияп, он такой достаточно большой, и здесь вода, она достаточно грязная, и я не думаю, что здесь, в принципе, кто-то купается, но если здесь пройти, такая очень классная атмосфера свежести, вот этих волн, морского бриза, прям так очень здорово. И самое классное, что здесь народ практически нету. Ну и там где-то по левую руку находится пляж Хуахин. На самом деле всегда тут такие волны или нет, просто нам сегодня повезло, потому что большой ветер. Покажет время, возможно, мы сюда вернемся там через день, через два и буквально там полминуты поснимаем, покажем. Вообще это место очень хорошее для того, чтобы приехать, покупаться, возможно, в солнечную и неветреную погоду. Тут можно очень неплохо так искупаться, сесть, что-нибудь перекусить, взять какой-нибудь напиток прохладительный, тоже посидеть, попить. Место, конечно, очень приятное. Ну и, конечно, по традиции мы делаем вот так. И мой вам совет, все-таки лучше, наверное, к тому Будде идти со стороны пляжа, потому что вы не будете подниматься вот на огромное количество ступенек, сначала спускаться, потом подниматься. Хотя, если вы хотите такую небольшую тренировку, то очень неплохая идея. Это то, что нужно. Мы уже вот вернулись с того места, где обезьянки, видите, на машинах сидят, где только можно. И тут еще один вид нереальный. Снизу тут растет алоэ, а тут такой обрыв и красивейший вид. Жалко, закат не тут, так бы вообще было бы супер. И тут памятник адмиралу. Смотрите еще, какое природное явление. Я бы его назвал большая тяга к жизни. То есть, получается, дерево проросло сначала в скале, маленький проросток, да, а потом треснула большая такая скала. Минутка мотивации. Вот мы поднялись еще выше. Можно увидеть такую белую ступу. Ну и, конечно же, вид отсюда тоже открывается. Такой нереальный. Тут еще один золотой Будда. Ну и вот еще немного можно увидеть пляжа, откуда мы только что пришли. И весь Хуахин. Обезьянки тут для всех настолько обыденное явление. Они как бы никого не трогают, ты их не трогаешь. Сидят такие, как будто в Питере идешь по дворам, да и там бегают коты упитанные.
О, можно, кстати, увидеть с этой стороны. Следующий пляж, возможно, мы до него доедем. Но сейчас нам нужно бежать еще на одно место. Ну и вот можно увидеть дорогу, да, где мы проезжали, она вся усыпана обезьянками, собаками. Сейчас мы там будем ехать, и Маша как-то не очень довольна этим. Сейчас посмотрим, какой там вид наверху, и покажем вам. Чуть-чуть прошли, а уже прям красота. Сейчас еще немножко пройду и покажу вам. Ну что, я дошла до самого верха, посмотрите, какой тут вид открывается. Просто невероятно. Наверное, это самая высокая точка Хуахина. Здесь статуя. К сожалению, этот храм уже закрыт, и здесь видно закат. Очень красиво, посмотрите только. Вот с другой стороны открывается вот такой вот вид на закат. Дальше вон там вот видно реку. И посмотрите, виден весь Хуахин просто как на ладони. Красота, конечно, невероятная. Вот еще покажу, что прямо по всей территории вот этого небольшого храма есть вот эти вот колокола. По идее, палка должна быть, в которой в них бить, но что-то я ее не нашла. Ну вот есть еще маленький такой проходик вот к такому мини-храмчику. И если на него зайти, можно увидеть и еще более красивый вид. И как раз-таки посмотреть на храм, к которому мы, собственно, подошли. Если честно, мне кажется, что вот это вот место, оно более обязательно к посещению, нежели чем вот этот вот Будда, который вот стоял там на такой небольшой горе, потому что здесь открывается вид просто на весь Хуахин, и это, конечно, просто невероятное зрелище, настолько красиво, настолько завораживающе. Тут стоит побывать. Ну и, собственно, спускаемся вниз. Вот так вот выглядит это все. Очень, конечно, красиво. И небо еще такое невероятное. И вот в колокола кто-то бьет. Отсюда очень хорошо видно как раз вон там вот Будду. И все, что лежит у подножья этого храма, в который я поднималась сейчас. Ну и вот мы спустились с того храма, где только что Маша делала обзор. И можно увидеть тут рыбный рынок. Самое интересное, что тут все ловится на традиционных тайских лодочках. Их тут огромное количество. У меня такое ощущение дежавю прям, как будто я попал в Панган. По такой речушке они выплывают и идут в море, уже ловят все, что водится в море. Сейчас сделаю небольшой обзорчик. Небольшой, потому что вечером уже большая часть закрылась, но еще можно увидеть то, что есть. Первое, что сразу бросается в глаза, это то, что тут можно увидеть абсолютно живых креветок. Ну и вот гребешки 250 бат, чуть-чуть дороже, чем на паттайском рынке. Мы делали огромный обзор с рынка Паттайе. Ну и тут можно увидеть различные морепродукты. Самое интересное, что тут же можно и приготовить. Рядом тоже находятся ракушки. Вот все, что в море плавает, вот все можно найти тут. Огромное количество. Видите, тут уже очищенные вот эти вот гребешки продаются. И тут тоже гребешки очищенные. Это вроде как будет намного выгоднее.
И вот еще что удивительно, видите, такие живые креветки, живые раки и, конечно, мечехвосты. Выглядят как будто с другой планеты. Тайцы их очень любят, это у них как такой деликатес. Ну, тоже, видите, кафешка, тут можно сразу же купить, сразу же вам и приготовят. Это место уже закрывается, все уже вот моют тазики, уже собираются. Смотрите, даже есть кафешка на 2-м этаже, можно там сесть, поедать морепродукты и наблюдать закат. Тут получается, что абсолютно вся улица посвящена этому рыбному рынку, но мы уже сейчас довольно поздно приехали, поэтому уже все закрыто. Но если вы приедете пораньше, то вы сможете тут застать такую оживленную улицу и купить практически все, что вы только захотите из морепродуктов. Мы вот только что дошли до конца улицы, и тут на самом деле жизнь кипит, особо никто никуда не собирается. Можно сделать вывод, что вот именно тут можно и по вечерам приходить и очень даже неплохо попитаться. Цены вы видите вот на экране. Смотрите, какие огроменные креветки, просто вот с мой кулак, огромнейшие. Устрица 60 бат одна штучка. Можно вот взять 2-3 штуки, и вы уже все полностью себя снабдили белком и полезными микроэлементами. Тут подороже, да, чуть подороже, чем вот там вот. В Паттайе выбор побольше, Маша говорит, но мы приехали вечером. Мне кажется, днем часа в 3 или там часов 12 тут выбор будет тоже не маленький. Вон мечехвосты живые. Мы вот в Паттайе именно живых мечехвостов не видели. А тут их можно видеть вживую. Можно увидеть такие вот кафешки, где можно сесть, покушать. Ну, еще огромное количество морепродуктов. И тут тоже, видите, кафешка прям тут находится и вам готовят. У меня такое ощущение, что вот прям любой прилавок, к нему относится какая-то кафешка. По сравнению с Паттайей это очень большая разница. Причем кафешки, смотрите, очень большие, огроменные. Места очень много и довольно-таки цивильно и симпатично. Смотрите, Пашину любимую мидию здесь уже стоит 150 бат, то есть ровно в 2 раза дороже. Поэтому все-таки в Паттайе выгоднее ходить на рыбный рынок и есть там вкусняшки. Ну вот, можно увидеть меню. Ну, допустим, папайя салат вообще совершенно недорогое все. Вот здесь вот уже подороже будут цены, но это именно не на готовку идет, это уже на готовые блюда. То есть это получается не как в Паттайе покупаете отдельно и потом отдельно заготовку. Тут уже цена идет за все сразу. Да, то есть и это не за килограмм, а именно за порцию идет. Ну да, можете вот на паузу нажать, кому интересно, и потом уже посмотреть. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!